Салют, people! С вами Human, минус один майнер и минус один перекуп, а также, как всегда, по традиции, глоточек полезной и вкусной информации для вас. Но я думаю, вы намек уже поняли, потому что наконец-то мы сегодня с вами разберем, что же из себя представляет RTX 3050 в играх, в майнинге, что оно из себя внутри представляет, что там за железо и так далее. Ну и все, как вы любите. Поэтому не тянем, погнали. Во-первых, что первое хочу сказать, это будет звучать странно, но тем не менее, отлично, что Nvidia не отказалась от использования графических процессоров в видеокартах, в частности RTX 3050, именно на базе Ampere. Ну а ведь могла, потому что вспомните ту же RTX 2060 на 12 гиг. Сейчас все вбрасывается в рынок, все, что идет в отбраковочку. Собственно, здесь могла также быть такая же история, но благо ее нет. Ну а если более приближенно, то давайте вспомним. RTX 3050, которая в лэптопе, там на процессоре GA107, здесь же GA106, а это попроизводительней будет. Плюс ПК-версия RTX 3050 все-таки на PCI-Express 4.0 и на 16 линий, а в лэптоп-версиях все же на 8 линий, хоть и PCI-Express 4.0. А это, какой-то путь AMD RX 6500 и 6400. Само собой, 8 гигабайт памяти и GDDR6, хотя с таким количеством вертушек можно было бы и GDDR6X. Шучу, не надо нам такого счастья. Но шина все же подкачала, это 128 бит. Это будет ощущаться в играх, но забегая наперед, я ожидал результат похуже. И это, ребятки, при том, что я прогонял эту малышку в 1440p, а не вот это вот девственное Full HD для малолеток. Причем на максималках и на ультра-вайд мониторе. И пока не забыл, у нас здесь 4 видеовыхода на борту в лице 3 дисплей-портов версии 1.4a и одного HDMI 2.1. Ну и естественно, на борту карты нас также ожидает 8-нанометровый техпроцесс на базе Samsung, плюс 12 миллиардов транзисторов, 2560 ядер CUDA и базовая частота 1552 МГц в стоке и 1777 МГц в бусте. Скорость при этом 14 гигабит в секунду. Кстати, общая мощность видюхи оценивается в 9,10 терафлопс FP32. А TDP-шка тут 130 Вт, так что питалово будет лишь на 8 пин. И что характерно отличает 3050 от тех же GTX 1650 и GTX 1650 Super, это трассировка лучей и поддержка DLSS. Ну и поскольку это Ampere, а не Pascal или Turing, то на борту у нас RT ядра второго поколения и тензорные ядра третьего поколения. Что касается тестового стенда, то вот, пожалуйста, вам перечень. В принципе, ничего не изменилось с моей ключевой сборки, помимо того, что оперативка немножко поменялась, я добавил накопителей, да и, собственно, все. Ну и ладно, еще вместо охлада башенного у меня теперь Aigo водянка из Китая, все. И да, не надо говорить, что на 3600 водянка не нужна. Хочу и буду, все. Так, ну готовьтесь, все тесты будут с разрешением 3440 на 1440, это 21 к 1 с ультра и высокой графикой. Начнем с Вальгаллы, и тут я был искренне приятно удивлен. В среднем 32 FPS с плавным движением настолько, ну сколько может выдать игра с такой картой. Честно, я ожидал меньше FPS и больше, намного больше статеров. И хоть мы с вами на графике и наблюдаем незначительные статеры, но они особо человеческому глазу и не попадаются. Так что тут я доволен. Да, 30 FPS это не 60, но о решении этой незадачи я скажу вам немножко попозже. Есть 3 варианта, как повысить игры в FPS, разберем в итоге. Ну а температура GPU-шки не превышала 59 градусов. Новинка на ПК God of War. Кратос уже немножко напряжней и выдавливает из себя 25 FPS. Тут уже и мне было, ну так, ощутименько, не особо комфортно. Но за счет того, что не было в игре статеров, ну типа 1-2 кадра на уровне погрешности, то эта игра показала себя сверхстабильно. Теперь давайте фиксировать температуру и другие параметры карты. GPU-шка грузится по максимуму, это и понятно. Средняя ее температура составляет 61 градус. Вернее, я бы даже сказал максимальная температура. Потребление до 130 Вт, все как и задумано. Ну и поскольку у Кратоса аппетит не маленький, но собственно и не громадный, то 13 гигабайт АЗУ он себе приберет. Третья игра по списку это Cyberpunk 2077, и увы, на максималках он ощутимо статерит. Вид
Видно, как картинка рвется и дергается. И это еще и не Night City. Поэтому я не буду насиловать ни вас, ни себя и прикручу немножко графику с впечатляющей на высокую. И вуаля, сразу разница неба и земля. Общий FPS нам прибавило где-то 10-12 кадров, статеры же вообще ушли в небытие, и это становится абсолютно иная игра. В итоге температура в среднем 61 градус, грузится RTX 3050 по максимуму и работает на 130 ваттах. Ну и хочешь не хочешь, но будьте готовы отдать 10 гигабайт оперативки для нашего Wii. Watch Dogs Legion. Смотровые псы показали результат вкуснее, в среднем 41 FPS на ультрах, без лучей и DLSS. И это еще с учетом того, что карта работала в более прохладном режиме, 56 градусов, но загружена была по самые гланды. Кстати, если что, то в этой игре вы можете отлично заморочиться с тонкой настройкой игры, потому что все опции показывают, какой параметр на что и как влияет. То есть, что жрет объем видеопамяти, что другие функции карты, а что нагнетает ваш центральный процессор. Ну, это достаточно удобные опции. Ну и будьте готовы отдать почти 14 гиг оперативки для одного только Watch Dogs. Пятая игрушка по списку Forza Horizon 5. Да, Forza, до чего же приятная графика и звук рева двигателей. Тут в наушниках играть это все равно, что оргазм получать. В общем, 48-50 FPS вам обеспечено, а о статерах можете даже и не думать. Все плавненько. Карточка греется до 60 градусов и работает на полную катушку, хотя при энергопотреблении в районе 117 Вт. Ну и Forza с удовольствием откусит у вас 12,3-12,4 гига оперативы. Шестая из 7 на первую часть игрушка Resident Evil Village. И от Итана не приходится ждать больше, чем 28-30 FPS в среднем, ну в зависимости от сцены. Но вот именно в этой игрушке мне бы хотелось объема видеопамяти побольше, потому что невзирая на максимальные настройки, которые я поставил для игры, есть волшебный ползунок, который влияет на детализацию. Но, увы, мы с вами ограничены 7 гигами. Да, ребятки, именно 7 гигами, потому что зачастую метров 800 уходит на другие нужды и системы вашего ПК. И это при том, что я все приложения закрыл. Так или иначе, карта отрабатывает на максимум, держа температуру в районе 60 градусов. Ну и сам резик будет поедать у вас 16 гиг оперативки. Ну и последняя игра для первой порции тестов — это CSGO. Ну куда ж без киберспорта. Правда, вот настройки я ставил не киберспортивные, а то, ну, карта себя на всю и не раскроет. Так что высокое качество графики. И в итоге все это приводит нас к 168 кадрам в среднем и 250 FPS в лучших моментах игры. Ну, я имею в виду менее напряжные. По итогу 57 градусов тут предел, карта работает на всю и ваттаж не поднимается выше 117. В итоге 8,5 гиг АЗУ будет потребляться контрой. А теперь небольшая, но задачка для вас, чтобы вы не расслаблялись. Мы с вами знаем, я уже на старте говорил, что видеокарточка RTX 3050 обладает подключением PCI-Express 4.0 на 16 линий. Но в GPU-Z мы с вами видим почему-то 8 линий. И вот как вы думаете, почему? Ответ, что это моя материнская плата MSI MPG X570 Gaming Plus не подходит или что-то типа такое, не годится. Потому что, во-первых, подходит, а во-вторых, вот вам еще несколько экземпляров. Вот вам, пожалуйста, экземпляры от Asus RTX 3050, от EVGA RTX 3050, от Gigabyte RTX 3050, от MSI RTX 3050, ну и на затравочку от Polit RTX 3050. Ну а пока что вы кумекаете, что там да как, и пишите комментарии, я предлагаю взглянуть на внутренности видеокарточки. Мы рассмотрим два варианта других RTX 3050, а следом уже после этого, естественно, продолжим с тестами на игры и завершим, будем подбивать итоги. Ну а дальше после игр еще много чего интересного. Ох, я вас сегодня информацией просто замучаю. Здесь нам повезло, и мы рассмотрим те же здоровенные видеокарточки. Первая это у нас будет Gigabyte на 3 вертушки и Asus также на 3 вертушки. Но чтобы мы не отличались визуально от нашей Colorful на 3 вертушки в 30 сантиметров длины. А за хирургическое вмешательство в GPU-шку большое спасибо нашим коллегам из Stage Power Up. Итак, GPU VRM от Gigi представляет собой пятифазную конструкцию, которая управляется контроллером OnSemi. Говоря за Asusовскую GPU VRM, она является шестифазной конструкцией, которая также управляется контроллером. Следом смотрим на чипы OnSemi, которые в Gigi используются для напряжения питания графического процессора. Рассчитаны на выходной ток до 55 ампер. А Asus GPU VRM использует компоненты Vishay.
которые рассчитаны на 50 ампер. В Гиге VRM память является однофазной и управляется контроллером, а в Asus память является двухфазной и также управляется контроллером. В качестве же памяти у Гиги используется двойной MOSFET альфа-омега, который рассчитан на токи до 82 ампер. А у Asus, как и ранее в GPU VRM, тоже применяется VSHA. Касаемо микросхем памяти DDR6, то они производятся компанией Micron. В случае с Гигой они обладают этим номером модели, который расшифровывается таким вот образом, и рассчитаны они на работу в частоте 1750 МГц и, естественно, 14 Гбит в секунду. Что же касается Asus, то здесь, ребятки, все то же самое. Ну и последнее, это графический процессор, который здесь от Nvidia, естественно, и это GA106, и изготовлен с использованием до 8-нанометрового узла от Samsung. Все верно. На борту 12 миллиардов транзисторов при размере кристалла 276 мм квадратных. Естественно, эти характеристики относятся как к гигабайту, так и к Asus. Да, собственно, вообще ко всем партнерам, ну здесь нет никаких отличий. Так, ну что, с играми продолжаем? Я думаю, да, хорошо. Но прежде скажу одну небольшую ремарочку. Ребятки, я видел все ваши комментарии по поводу тех игр, которые вы бы хотели увидеть. И, к сожалению, всех удовлетворить я не смогу. Ну, во-первых, и так уже игр получается с дюжину. Плюс мы же еще видим, сколько материала в этом видеосюжете. Плюс у меня, мне надо часть игр было бы докупить. Это раз. У меня не резиновые, скажем так, SSD-шники и HDD-шки. Я и так уже забил там то ли 2, то ли 3 терабайта игрухами, чтобы оттестировать. Ну, там не все в тест, конечно, попали, но тем не менее. То есть мне физически просто и места может не хватить. Ну и в общем, ребята, вы понимаете, да? Поэтому ни в коем случае не обижайтесь, не берите на личный счет. Ну вот что я смог, скажем так, вывести в тест, то и протестировал. Поэтому, ну вот как есть, без обид, окей? Ну что, продолжаем. Ларка на максималках. Я смог разогреть эту малышку всего лишь до 61 градуса, хотя она работала на всю катушку. Как следствие, 45 кадров в среднем, без каких-либо неприятных статеров и 30 FPS в тяжелых сценах. И Ларка при этом заглатывает 12 гигабайт АЗУ. RDR2 на максималках чувствует себя схожим образом, но немножечко пониже. 32 кадра в среднем, температура 60 градусов, отсутствие статеров, ну и все в этом духе. Но при этом хавает игрушка эту азушку куда больше. 18,5 гигабайт, ребят. 18,5. Horizon Zero Dawn Complete Edition, ну что ж, Aloy смогла выдать 32 FPS. И, ребятки, вот, блин, честно, не верю в то, что я говорю, но я в шоке. Мне было нормально смотреть на картинку в 30 плюс FPS. А я всегда топил, что должно быть минимум 50 кадров, ну, в контексте синглплеера. Наверное, я не знаю, в последнее время привык к фильмам 24 кадра, 25, честно, без понятия. В общем, 58 градусов, полная загрузка и отсутствие статеров. Но более чем 18,6 гиг АЗУ будьте добры приготовить и отдать нашей охотнице за запчастями. Агент не 007 в среднем выдал 57 FPS, что, в принципе, очень приятно, учитывая максимальные настройки и разрешение для 34-дюймового моника. Карта грузилась на максимум, грелась до 61 градуса и кушала все 130 Вт. А вот АЗУшка поскромнее, нежели в том же Horizon Aloy. Потребление составило до 11 гиг. Шедевр Кодзимы игрался на 55 кадрах, что более чем приятно для сингл-проекта. А 59 градусов у карты это был потолок для ее нагрева. Статеров не было, картиночка ровная, и игре понадобилось 11,5 гигабайт оперативной памяти. Предпоследняя игрушка это Mafia Definitive Edition. Максимальная графика, максимально загруженная карта, в итоге 61 градус, 40 кадров в среднем, ну а потребление АЗУ составило 12 гиг. Ну и крайняя игрушка для олдфагов, я думаю, вам будет приятно. Букеру здесь вполне всего хватает, и он выдает больше, чем 100 FPS в среднем. Без статеров, естественно. Максимальная температура у нас составила 58 градусов, загрузка максимальна, а потребление АЗУ составляет чуть более 8 гиг, прямо же не верится. А вы говорите, вертушки карты не нужны. Да пусть маслают, нормальная температура. Ну, что я могу сказать? Лично я ожидал худшего результата. Меня удивило, что в 1440p на ультра настройках, ну где-то на высоких, карточка способна тянуть 30 FPS в ультра-вайд разрешении. Вау! Да, я соглашусь, что 25-30 кадров в среднем это, ну, FPS очень странный. Но, ребят, с другой стороны, это в принципе консольный FPS. Главное, чтобы статеров не было. Тем не менее,
В принципе, есть решение этой проблемки, условно говоря. Я вижу здесь три варианта. Самое банальное и простое — это перейти с 1440p на Full HD. И вуаля, пожалуйста, у вас точно будет 60 FPS. Где-то даже и выше на порядок. Второй вариант — просто прикрутить графику и оставить тот же 1440p. Ну, я говорю все в 1440p, просто, ребятки, потому что я решил тестировать именно в таком формате. Мне приелось это Full HD во всех других тестах. Так вот, в том же Киберпанке, если вы обратили внимание, мы видели, что если мы с максимальных настроек прикручиваем просто на высокие, я думаю, что даже под микроскопом вам будет сложно найти какое-то отличие, разницу. То есть вам прям дотошно нужно смотреть. Но при этом FPS бустится моментально в 2 раза. И это даже без включения всяких DLSS, FSR и так далее. Да, это не в Night City, солидарен с замечанием, которое вы можете мне написать, но сама суть не меняется. Ну и третий вариант, в принципе, он вытекает уже из того, что я сказал во втором частично. Оставляем 1440p, ультравайд, максимальные настройки, но просто подрубаем с вами DLSS. В принципе, можно и FSR подрубить, если есть желание. Ну, там кому как больше нравится по мылу. Ну, конечно, да, кто-то из вас скажет, ну, картинка же будет мыльной и так далее, какой смысл? Кому-то мыльная, кому-то нет. Это один из вариантов. Но, если у вас на уме есть что-то поинтереснее, напишите в комментариях. Может быть, я что-то упустил, и можно альтернативнее исправить эту ситуацию, сделать производительнее систему. Только не говорите, что лучше купить видеокарточку получше, типа там 3060, 3060 Ti или выше, а то я соглашусь с вами. Логический вопрос, почему я в тестировании использовал трассировку лучей? Ну, ребят, а зачем? Когда мы имеем в этих разрешениях непосредственно 30 кадров, то как бы смысла не имеет. Ну, даже, окей, 40, 50 или 60. Включая лучи, вы включите DLSS. По большому счету, ну, в частности, для большинства это будет шило на мыло. Резона нет. Full HD могу согласиться. В принципе, да. Если у вас там кадры 70, 80, 90 в тех или иных играх без лучей, можно включить лучи. И там уже может быть без DLSS или балуясь с DLSS выбирать там баланс, производительность или там качество. Тут уж смотрите как хотите. Ну то есть в таких обстоятельствах при 1440p в моем частном случае я лучи не вижу толк использовать. Но опять же ситуация разная, или я могу ошибаться, поэтому если я не прав или где-то некорректен, можете написать в комментариях. А теперь предлагаю глянуть непосредственно в выборке. Мы с вами рассмотрели отдельно видеокарточку. Теперь же мы можем обратиться к статистическим данным по разным видеокартам, как RTX, так и RX, посмотреть кто кого. Причем в среднем FPS как по разным играм, которые тестировались, так и, естественно, по каждой отдельно. Потому что там может немножко отличаться, но в среднем это ничего не меняет. За эту информацию благодарим нашим также коллегам из проекта Tom's Hardware. Учитывая результаты в 1440p и смотря на средние значения при Full HD, то становится ясно, что карта создана именно для Full HD. Да-да-да, ваш кэп. Но правды ради 6500 XT до 1440p не дотягивает. И да-да-да, ваш кэп 2.0. В целом, по результатам, я думаю, очевидно, что 3050 переплюнула и GTX 1650, и 1060, и 1060 Super, и, естественно, 6500 XT. Но, как и ожидаемо, не смогла сконкурировать с RTX 2060, тем более 3060 и 5600 XT. Но не забывайте, RX так хорошо вырываются, пока мы не включим лучики. Ну и все это, естественно, на средних настройках. И, кстати, вы заметили, что GTX 1660 Ti и 1660 Super работают почти одинаково во всех проектах. Ну, так, любопытное наблюдение. В общем, если вы прям очень сильно хотите эти лучи, ну, DLSS также вам в помощь, и вас устраивает 60 FPS, отлично, с катертью дорожка, в хорошем смысле этого слова, конечно же, все у вас будет окей. И да, это на средних, и причем иногда даже на высоких настройках, как для такой видеокарточки, nice. В итоге, при средних настройках RTX 3050 на 26% быстрее, чем RX 6500 XT, и на 69% быстрее, чем GTX 1650, и на 56% быстрее, чем 1060 на 6 гигов. Правда, превзойти 1660 Super удалось всего лишь на 6%. Но вот RTX 2060 опережает на 9%, 3060 на 18%, а RX 6600 на 41%. И я подчеркну, ребятки, это усредненные показатели. В отдельно взятой игре они могут колебаться, но основная суть здесь не меняется. То есть, как ни крути, но 3050 не переплюнет 2060. Так что, по большому счету, адекватная стоимость такой видеокарточки по RRC должна была быть 200, ну максимум потолок 230
баксов. Они вот это вот все начинают 250, 300 и выше. И это по РРЦ. На рынке мы видим 500, 600 и... Если вы смотрели предыдущий сюжет, что там на eBay творится, 600, 700 и 2000 баксов. Ну вы поняли. Если же играть на ультрах, то в среднем вы получаете, да, 60 FPS, но без лучей. Если же хочется с лучами, то либо ожидайте консольных 30 кадров, в лучшем случае, ну или балуйтесь еще и с DLSS. Ну, мало ли, вдруг вы какой-то извращенец. Если же вам лучи по боку, то, наверное, стоит обратить свой взор на карты от AMD. И да, не надо бросаться сразу меня камнями. Это, в принципе, может быть как 5600 XT, которая оказалась быстрее на 14%, либо та же RX 6600 XT, где профит составил 36% в сравнении с той же RTX 3050. Тут уж извините, но смотрите на ценники, кому что ближе. Кстати, вот вам еще немножко любопытных чисел между RTX 3050 на 8 гиг и RTX 3060 на 12 гиг. RTX 3060 в целом имеет на 50% больше памяти, да? Ну, логично, 8 гиг и 12. Плюс на 61% больше пропускной способности и на 40% больше вычислений. Что и в итоге приводит к профиту на 36% больше, нежели RTX 3050 при Full HD, то есть 1080p на ультра настройках. Особо говорить именно за 1440p, ну, не вижу смысла, потому что вы и так все видели. Но, тем не менее, все-таки подвести какую-то такую общую черту, подытожить стоит. В целом, видеокарточка вытянет 25-35 кадров с минимум статеров. По большому счету, это консольный вариант. И если вас такое устраивает, пожалуйста, оставайтесь. И это причем на максимальных или ультра настройках. Да, это зависит, конечно, от новизны проекта, плюс еще от оптимизации. Но вот если мы говорим за последние, там, не знаю, 3-4 года, карта вытянет 2К на консольном варианте без статеров. Ну, дай боже, только чтобы адаптация самой игры была хорошая. Лучи нахрен в таком случае. В итоге, в этой ситуации RTX 2060 все равно круче. Ну, хоть и всего на 5%. Говоря же за RX, то 5600 XT производительней на 15%, а RX 6600 на 28%. Ну и возвращаясь к RTX, та же 3060 на 37%. В общем, некий такой лидер. Ну а стартовать нашу беседу за 4К, я думаю, даже не стоит. Это явно не про RTX 3050. Но только если вы не упоритесь и поставите 4К на минимальных настройках и включите DLSS там на производительность. Это может быть. Но это если вы прям очень любите. С таким же успехом, короче, возьмите мыло, натрите монитор и будет такая же картинка. Да, я знаю, что некоторые из вас уже ждут, что ж там по майнингу, но, ребятки, наберитесь немножко терпения, мы уже практически вплотную к нему приблизились, осталось обсудить еще ряд небольших, но значимых моментов. Все верно, это температура и шумы. То есть мы помним, что в данной видеокарточке у нас TDP-шка сколько? Правильно, 130 Вт. То есть получается, что для RTX 3050 много энергии и не надо. Следовательно, она не выделяет так уж и много тепла. И следовательно, вентиляторы работают не на повышенных каких-то там мощностях и скоростях. И да, я понимаю вот эту вашу хохму, которую вы мне говорили и в предыдущем сюжете, и в посте в сообществе, типа, зачем ей 3 вертушки? Ну, я полагаю, здесь на самом деле все очень просто. Это просто экономическое решение. Явно это были кожухи, готовые уже для 3080 или 3090 и так далее. И дешевле было использовать то, что уже готово, чем, скажем так, клепать что-то новое. Ну вот, я думаю так. Короче, возвращаясь к температуре, мы получаем с вами максимум 61 градус. Но это то, что я смог выдавить из всех тех игр, которые были. 60, 61, 59, вот в этом диапазоне, ну, больше не смог. Говоря же за шум, то, ребятки, мне тут тяжело сказать, потому что здесь как минимум стоит еще дополнительных 10 кулеров, ну, в целом в корпусе, не говоря за вертушки видеокарты, там, блока питания и так далее. Поэтому здесь обратимся к нашим коллегам. Они использовали измеритель уровня звукового давления на расстоянии 10 сантиметров. Ну, естественно, все это именно непосредственно к вертушкам нашей видеокарты, чтобы не перебивали другие кулеры, либо там, если башенный кулер, то не перебивал тот кулер, те вертушки. По итогу, если мы с вами говорим за видеокарточку EVGA RTX 3050, то в стабильном обычном состоянии там было 33 дБ, а, скажем так, в игровом, в пиковом 45. Это многовато. Но именно EVGA в том примере является видеокарточкой, которая, ну, условно бюджетно сделана из бюджетного материала. Потому что я вам покажу табличку, где будет разные производители от RTX 3050 с разным шумом, как в базовой работе, в простой, так и в пиковой. И вы уж увидите, чем они отличаются.
А что тянуть? Вот перед вашим взором находится табличка по температурам как раз таки карт RTX 3050 разных производителей и в разных точках GPU, то есть не на одном каком-то месте замерялось. Плюс уровни шумов и скорости вращения вертушек. Так что можете поставить на паузу и заценить. По поводу энергопотребления на самом деле особо чего-то такого не скажу. 130 Вт по большому счету энергоэффективность продемонстрирую как очень похоже, как в RTX 3060. В итоге из этого выплывает общая рекомендация, что блок питания для системы требуется нам в 400 Вт. Ну, это прям проходной минимум. Но если мы с вами говорим с зазором на будущее, плюс я не знаю, что вы там еще можете натыкать в свой ПК, то я бы, конечно, брал поболее. То есть мне кажется, что на данный 21 век, какую бы сборочку вы ни брали, потому что, ну, так или иначе, апгрейд, он прогнозируемый, ну, 650, 700, ну, окей, 650 Вт. Если, конечно, вы прям из тех людей, которые ждут Аду Лавлейс, то, ну, блин, я не знаю, ну, наверное, все-таки уже стоит думать о 1 киловатте, потому что, мне кажется, даже 4060 там будет потребителем. Производительность Новат, она измерялась непосредственно во время игры в Киберпанк, ну, скажем так, в онлайн-режиме здесь и сейчас. То есть записывается энергопотребление и FPS, чтобы рассчитать энергоэффективность видеокарты именно во время ее работы. Ну, а иначе как вообще? Да, наконец-то, тест в майнинге. В принципе, ранее мы с вами рассмотрели, как себя чувствует RTX 3050, и я напоминаю, это LHR, Light Hash Rate, то есть защита от майнинга. Мы рассматривали в предыдущем ролике до этого, как она себя ощущает. Но подъехала, во-первых, новая информация и новые алгоритмы. В итоге, по факту, эфир копается с LHR карты по 14 плюс мегахэшей. Ну а настройки карты перед вашими глазами. Далее, после ручной настройки того же Conflux, он выдает нам 26-19 мегахэшей. Это у нас плюс 750 по памяти, ядро на 1822 МГц и с андервольтом, естественно. Следом у нас идет Raven на 1381 мегахэшей. И да, ручные настройки такие же, по факту без изменений. Потом Ergo, который казался изначально очень даже неплох, 61 мегахэш, но праздник продлился недолго, потому что здесь подрубается LHR и копание падает сначала до 37, а потом и до 27 мегахэшей. Ну то есть толком здесь, конечно, не нафармишь. Предпоследний это у нас Flux, хорош он или нет, тут уж вы принимаете решение и можете в принципе об этом черкануть в комментариях, как он в раскопках, ок или не ок. Здесь также плюс 750 по памяти и ядро на 1920 или 2000 МГц. Ну и крайне относительно недавно на хайпе это Toncoin. 1235-1245 МГц после ручной корректировки. Ну вот, ребятки, в майнинге как-то так. Если говорить честно, руку на сердце, видеокарточка мне в целом понравилась. Отпугивает только один параметр – ее цена. Собственно, это самое основное. То есть в нынешней ситуации, если бы она стоила хотя бы $300-350, да даже это на самом деле много, $350, ну вот тогда можно было бы что-то думать и рассматривать. Ну, в нынешней ситуации, в нынешних тенденциях. Ну а в целом я вам ранее сказал, что вот опираясь на ценники прошедших видеокарт, на их характеристики, $200, 230 это прям потолок. И здесь вот эти понты, что у нее есть трассировка лучей DLSS, это все неинтересно, это уже давно понятно, это ампер, тут без этого никак. Раньше и в Тьюринге такое было, поэтому то, что она с 2060 конкурирует и не дотягивает, ну, опять же, конечно, можно сделать ремарочку, что дайте нам 2050, и мы сравним с 3050, но такой возможности у нас нет. Это я к тому, что ценник не должен расти от того, что там просто есть RTX, лучи и DLSS, это уже обыденное дело. И опять же, сразу хочу развеять миф, когда выходит новая технология, это не значит, что она становится еще и дороже. Нет, это не так работает на рынке, просто запомните это. Если выходит что-то новое, новее, производительнее, это не значит, что она будет стоить там в 2 раза дороже. Не должна. Банальный вам пример, просто вспомните, когда вышли амперы, первые видеокарточки, и вспомните, сколько при этом тогда стоил флагман RTX 2080 Ti, с сопоставимой там, допустим, видеокарточкой RTX 3060 или 3060 Ti, я уже не помню. Она стоила $1,5, в то время как выходит новая видеокарточка ее же уровня, которая стоит в 2 раза дешевле. А вот что мне было бы интересно, это если бы именно данная видеокарточка все-таки имела 12 гигабайт памяти. Не как в 2060, а вот непосредственно в этой версии. Просто... Да, вы можете сказать, что она же все равно не дотягивает до 2060, я с этим соглашусь, но в то же время мне было бы любопытно глянуть, как на этом чипе
и вообще с этой шиной и так далее, можно было бы выкручивать ползунок, потому что в разных играх, там Resident Evil, вы видели, в принципе, в тестах, вы не видели, я крутил вам в комментариях, рассказывал, Assassin's Creed Valhalla и так далее, есть ползунок непосредственно по детализации именно графики. И 8 гигов для этого маловато, учитывая, что где-то около 1 гига использует там ваша система. Ну, во всяком случае, так было у меня. Где-то 800 метров используют другие программы. Причем при этом все условно выключено. Это на фоне. Кстати, по поводу 2060 на 12 гиг, если вы вдруг прошляпили, наверстайте. Я уже делал обзор. Ну, если же говорить еще плюс, то да, классно, что здесь все-таки PCI-Express 4.0 на 16 линий, а не как у некоторых, где у нас там PCI-Express 4.0, но на 8, а то и 4 линии. Но зато TDP-шка здесь небольшая, это неплохо. И действительно, 3 вертушки, как вы говорили, здесь не особо и нужно. Но они при этом все равно работают, используются. Да, зато 61 градус в пике игр. Это очень даже. Моя 2070 вылетает за 75-80. Так что пусть эти вертушки здесь у нас остаются именно в данной интерпретации видеокарты. Как говорится, пусть это будет как презерватив. Он будет, но не понадобится, чем его не будет, и, в общем, последствия сами знаете какие. И обращаюсь к тем, кто все-таки ждет именно RTX 3050, ну, снижение цен на нее и вот непосредственно ее покупку. Просто задумайтесь о такой мысли. Если вы ждете, пока она снизится, если снизится, к этому времени уже пройдет какой-то период времени, да, тавтология, извините. А я напоминаю, что в сентябре анонс и релиз видеокарточек RTX 4000 серии Ada Lovelace. И здесь тогда наклевывается вопрос, стоит ли того, чтобы покупать RTX 3050, ждать понижения цен, если вот на носу условно скоро будет выход новых карт. Да, там будет выходить 4090 и 4080 на сентябрь-октябрь примерно, а 4060 уже ближе к декабрю. Но, извините меня, там производительность должна быть куда повыше. Хотя и их, может быть, тоже все разберут в перекуп, и что там будет с майнингом, непонятно. В общем, ребятки, на сегодня у меня для вас все. Напишите комментарий, как вам обзор, потому что я старался максимально взять по информации. Да, ухватил не все, к сожалению, но вот как получилось. Поэтому черканите комментарии, зашло, не зашло. Буду рад узнать ваше мнение. Ну а с вами был, как всегда, Human, и как всегда, кайфовой вам игры.